с 98 года я уже адвокат. Точнее, с 23 марта 1998 года. Вот столько лет я работаю адвокатом. Адвокаты в Болгарии имеют права работать по всей территории Болгарии, хотя они зарегистрированы в отдельных адвокатских коллегий. Я зарегистрирован в адвокатской коллегии города Варны. Мой самый главный вопрос – это есть ли ограничения на покупку для граждан каких-либо стран? Нет. В принципе, нет никаких ограничений на покупки жилья, апартаментов, самостоятельных объектов. Так, но есть нюанс? Есть нюанс, конечно, как везде. Так, нюанс в том, что иностранцы не могут покупать поземельные участки и землю. Вот. И тогда сразу же вопрос. А когда иностранец покупает апартамент, а под целой сградой, то есть под зданием, есть некая земля? Да. То в таком случае есть решение Болгарского Верховного Суда, в котором указано, что если человек покупает самостоятельный объект в поземельном участке и продается и земля, поскольку на застроенном уже участке существует уже дом, и отдельные объекты в этом доме, к ним рассчитана часть в процентном отношении часть земли. То есть в этом случае, как говорит Верховный суд Болгарии, человек не покупает землю, а он покупает квартиру, к которой привязана идеальная часть земли. Доля земли. Юридическая часть имеет особо существенное значение в этом выборе. Она состоит в том, проверить на эту квартиру, действительно ли собственник лицо, которое ее предлагает. Если на эту квартиру, не дай бог, аресты, юридические аресты, ипотеки, какую-то обремененность этой квартиры в юридическом плане, чтобы оно когда-либо не помешало новому собственнику, то есть вам, тебе, упражнять свои права собственности и пользования на эту недвижимость. А что часто встречается в практике? То есть, обычно самый распространенный случай – это когда собственник доверяется непроверенным риэлторам, и они от его имени продают квартиру. В этом случае часто получается, что не имея прав на это юридических, то есть у них собственник не передал свои права на продажу через оформленную доверенность, они занимаются этим. В один момент они давят на него, чтобы он продал свое имущество, свое добро при условиях, которые не очень интересны продавцу. Предположим, что все-таки все хорошо, человек либо влюбился в квартиру, хочет ее купить, либо уже понял, за сколько хочет продать и хочет ее продать. Все-таки как у нас пошагово происходит сама сделка? Как должна пройти? Да. Как должна пройти? По-правильному. По-правильному. Значит, Саша, тут вопрос такой. Зрители, которые нас сейчас смотрят, могут сказать, адвокат, потому и говорит, потому что он адвокат, давайте к нему, чтобы приходили клиенты. Смотрите, мы с вами встретились под условием поговорить, как это правильно сделать, чтобы я правильно сделал. Как правильно сделать? Во всяком случае, надо соблюдать следующее правило. Когда человек покупает недвижимость у себя, когда дает деньги, которые он копил всю жизнь,
он должен быть очень внимательно, аккуратно и осторожно подходить к вопросу их потраты. Тем более, надо подходить с большей аккуратностью тогда, когда эти его проблемы надо разрешить в чужой стране. Болгария, хотя болгарский народ очень любит и понимает всех русскоговорящих, относится очень тепло к ним, все-таки она чужая страна. Тут совсем другие правила жизни, если хотите, и традиции, и понимание между людьми. Ну, менталитет, да. Менталитет. Какие действия по отношению к проверке чистоты сделки? Первое, конечно, надо проучить очень внимательно документы собственности нашего продавца. Мы можем найти аресты какие-то, либо... Да. Прежде всего, надо сделать следующее. Проверку, в действительности ли этот человек, который говорит, что я, владелец этой недвижимости, в действительности он вписан, регистрирован в документах как собственник и владелец этого имущества. А если по доверенности кто-то? Если по доверенности, тоже надо проверить, действительно ли владелец, описанный в качестве доверителя, да, он является собственником. А если доверенность была выдана, скажем, где-нибудь за пределами Болгарии? Да, очень часто случается, потому что Болгария более-менее туристическая страна. Тут очень много владельцев из Ирландии, Великобритании, сейчас из Германии, России, конечно, Украины и прочих других стран. Они, находясь в этом обороте недвижимости, покупают и продают. Успешно? Некоторые успешно, некоторые не очень. Но наша цель с вами объяснить нашим друзьям за объективом камеры, как это сделать более-менее. Да, чтобы не случилось сложностей. Проверка документов. Второе. Есть доступ у адвокатов обычно к некоторым обязательных, по-моему, реестров, в которые надо войти. И очень четко исследовать информацию, которая содержится в нотариальных актах. И если такая информация, которая не описана в нотариальном акте, или информация, которая была получена, факты и обстоятельства, которые произошли от момента приобретения недвижимости нашим покупателям до сего момента, когда мы будем покупать. Но вот вы так рассказываете, и создается впечатление, что проще, наверное, покупать у застройщика. Значит, проще не знаю, выгоднее да. Так, а почему? Потому что там есть два момента. Первый момент, что когда покупаешь у застройщика, ты можешь в ходе строительных работ потребовать от него сделать отделочные работы этого объекта по тем параметрам, которые ты заказываешь. Второй момент – это купить новое. Это всегда хорошо – войти в новое жилье. А выгоднее по деньгам это? Смотря как. Тут можно несколько томов написать, но так или иначе в нескольких словах означает следующее. Застройщик, он строит не своими деньгами на 100%, а пользуясь вашими деньгами и моими, тот, который хочешь купить. Извините. Так вот, я имею в виду с процессуальной точки зрения, то есть с точки зрения оформления документов и проверки чистоты. Удобнее ли в этом случае покупать напрямую у застройщика, чем у частного лица какую-то вторичную недвижимость? Значит, то же самое. Вопрос в том,
что в этом случае надо проверить не только собственность, но и строительных бумаг. То есть разрешение на строительство, он ли является владельцем права на строительство, то есть он будет являться собственником построенных им апартаментов или кто-то другой. Обычно строительство в Болгарии, в Варне, скажем, например, осуществляется этим образом. Застройщик подходит на строительство некоторым собственникам земли, участков, или наоборот, он находит их и договаривается, что он на их участке будет строить за счет отдачи часть, какую-то долю, процент будущей застройки ему. Собственникам оставляется где-то там, смотря на каком месте, при каких условиях, какой-то процент, скажем, примерно 30% от площади будущих объектов это собственникам, а остальное это за счет строительства передается в собственность застройщику. Застройщик продает и может продавать свои будущие объекты. То есть то, что еще не построено. Да. Такая фигура, мне кажется, что в российском гражданском законодательстве нет. Но у нас можно продать в момент получения строительных документов, одобрения строительных проектов, разрешения строительства и даже в некоторых случаях и до этого право построить апартамент 5 на 6-м этаже с такой-то площадью, и только по бумагам, на бумаге. И ты будешь считаться, то есть покупатель будет считаться собственником со всеми документами, признанными государством. Записано в юстиции, да? То есть все это будет зарегистрировано в государственном реестре? Да. А какие риски? Риски в том, первое и самое главное, что этот человек с произвольно выбранный, он может не построить. А часто бывает такое? К этому моменту не часто, но это мы идем к второй такой причине, очень внимательно подходить к этому. А это качество строительства. Значит, вы хотите купить и получить собственность, но не только, а хотите купить и получить в собственность хорошо построенный, качественно отделанный, качественную стройку. И тут адвокат может помочь в следующем. Он проверяет документы на строительство. Если у этого застройщика не только собственность или право построить, но и разрешение на строительство, проекты, и еще куча строительных бумаг и документов, которые являются обязательными при проведении строительства и строительных работ. Например, очень часто некоторые недобросовестные застройщики предлагают своим покупателям как бы купить какую-то квартиру, например, апартамент 2, на картинке. То есть они дают ему посмотреть. В Грузии так тоже есть. Да. Так. Наверное, и в других странах так. И я видел это и в России, и на Кипре. Да. Да. Картинка всегда хорошая. Картинки всегда хорошие. Вот картинка, как будет осматриваться дом, как ваш апартамент, который примерно там вы хотите, там 45 квадратов вам предлагается, он действительно трехкомнатный и прочее. Надо смотреть не картинки, уважаемые зрители, надо смотреть одобренные строительные планы. Там, где четко указана квадратура, расположение, сколько там комнат, как переходит одна комната в другую, есть ли терраса, что терраса собой представляет, какие там соседние объекты.
этого вашего будущего объекта. И самое главное, одобрены ли они соответствующими органами. Все эти проекты, бумаги, разрешения, строительные такие протоколы вам неизвестны. Они даже не могут быть вам известны, потому что вы не строитель, не застройщик, вы обычный человек, который хочет купить. И потратить свои деньги, которые, снова говорю, немало времени накапливал на эту недвижимость. Так что будьте осторожны. Адвокаты, не все, конечно, это знают, не все, конечно, знают строительные процедуры, но они должны знать бумаги, которые важны на осуществление качественного контроля строительства вашего застройщика и могут в этом помочь. Христомил, а есть ли здесь такая практика в Болгарии, что застройщик, которому напрямую приходит покупатель, он ему по умолчанию предлагает некий договор стандартный, в рамках которого он ничего практически не должен по качеству и срокам, но, скажем так, деньги нужно выплатить сразу же, обязательно, конечно, это. То есть, имеет ли вот такая договорная работа вообще место быть? Значит, в последнее время практика такова, что эти недобросовестные застройщики, они не требуют всю сумму при положении, что они еще не построили даже часть будущего дома. Это так, потому что никто нормальный, разумный человек не даст им деньги, все деньги вперед. Обычно они предлагают какую-то схему оплаты, рассрочку в ходе строительства. Но это приятно всегда. Все деньги давать не приходится. Да, но тут такой момент, что они говорят, путая вас своими картинками, о которых мы говорили, и убеждают вас, что это очень хорошая цена для очень хорошего объекта, то есть малая цена для очень хорошего и большого объекта, которого они обязательно построят. И они, если это не выполнят, для них нет никаких штрафов в договоре. Напротив, если вы опоздаете на 10 дней или на 15, вам грозит оплатить кучу денег в пены, проценты, неустойки и даже угроза, что если вы в каком-то сроке не смогли не заплатить, а организовать оплату так, чтобы деньги поступили на счет этого застройщика, он без каких-либо штрафов для себя, простым уведомлением, а даже некоторые без уведомления, прекращают этот договор по вашей вине и забирают в качестве неустойки некоторые и всю оплаченную до этого момента сумму. То есть все деньги сгорают, условно говоря, как в казино? Да, к сожалению, так. Такой, например, вот у моей... То есть люди подписывают такие договоры? Значит, некоторые, к сожалению, и подписывают. И поскольку я встречал и такие случаи, когда иностранцы, даже не зная болгарский язык, подписывают такие документы, рассчитывая на хороший офис, на том, что им дали кофе, там обратили внимание сначала, пока не подписали и заплатили первую сумму. А потом они видят, что начинаются проблемы. Там, например, в этом договоре может случиться так, что у них, скажем, на постройку пятиэтажного дома им требуется 4 года, или даже имеются случаи, когда вообще не указан срок. Да, вот что делать в этом случае? В этом случае начинается хождение по проблемам. Как оно выглядит, пожалуйста? Выглядит следующим образом. Значит, или ты не заплатишь,
потому что ты должен там по договору, там какое-то число, там через 3 месяца или прочее заплатить нам эти суммы, то или мы прекращаем с тобой договор, я забираю деньги, которые ты заплатил в качестве неустойки, и все. И иди разбирайся. И тогда они только тогда приходят к адвокатам и спрашивают, а что адвокатам делать, если ты подписал такой договор, там такие клаузы, а по болгарскому законодательству договор имеет силу закона. Как быть? Когда начинаются большие проблемы. А я предлагаю так. Не быть. Давайте сделаем так, чтобы в таких случаях не было. Дорогие зрители, защищайте свои интересы. До, а не после. До. Не после. До. Потому что деньги имеют качество быстро уйти с собственника. Это их качество не всегда хорошее. Потому что не всегда за эти деньги купишь, а можешь их потерять. Правильно ли я вас понял, что в хорошем красивом офисе можно подписать такой договор, по которому все деньги перейдут в пользу хорошего и красивого офиса без каких-либо обязательств со стороны этого самого хорошего и красивого офиса? Значит, они пишут договор так, чтобы были обязательства построить, ну, скажем, не написано когда, или написано через 4 года. И когда некоторые клиенты задают им вопрос, кандидат-покупатель, а почему тут 4 года написано, а мы построим за 12 месяцев, стройка будет готова. А почему вы написали 4 года? На всякий случай. А на всякий случай, мало ли что бывает. Забывая, что там в договоре, если написано, а если не написано в законе, есть форс-мажор. Если что-нибудь, не дай бог, случится, там есть форс-мажор. Если ты выполнил качественно, точно, ответственно свои обязанности по договору, если будет, не дай бог, и Бог тебе поможет, и закон на твоей стороне, ну да. А и сам покупатель тебя поймет. Так что есть разумные сроки строительства, в которых обычно разумный, добросовестный застройщик включает и как бы несколько месяцев, даже и полгода, если включить, это не проблема, на всякий пожарный. Так что это тоже надо соблюдать. А давайте перевернем ситуацию и вспомним про то, что существуют и хорошие застройщики тоже. Да. Как это все делается у них? Самый существенный вопрос в случае с добросовестными застройщиками стоит так. А как понять, что этот застройщик добросовестный, а этот нет? Ну, у него должна быть какая-то история, какие-то сданные уже объекты. Точно. Первое. Я работал качественный, добросовестный застройщик никогда не предложит в договоре клаузы и статьи, которые находятся только в его на его стороне. На его интересах, да. В его интересах. Добросовестный застройщик всегда скажет так. Да, я построю за 18 месяцев и в своем месте скажет, давай я поставлю еще 6 месяцев. На всякий случай. И потому и напишет 24. Если ты не выполнишь свои условия, то ты потеряешь неустойку 100 единиц. Если я не выполню эти условия, я тоже, меня штрафует договор неустойкой тоже на 100 единиц. Тоже. Все должно быть уравновешено. Клаузы договора должны быть понятны, должны быть в равностороннем порядке, одинаковые для него и для тебя, и должны быть... Итак, если человек хочет иметь, скажем так, домик в деревне, да, то есть в Болгарии купить некий домик, либо виллу и все остальное, у нас есть определенная сложность, она заключается в том, что землю под таким домиком в собственность получить нельзя.
Да. Угу. Это самая интересная часть и самая любимая часть для меня. Почему? Да потому что, оказывается, я сильно люблю домиков в деревне. Так. А у меня самого, Саша, это уже вне этого нашего разговора, но у меня самого в горах Болгарии домик с участком построенный. Я себе сам я купил участок, построил домик и так далее. Я чувствую себя там прекрасно, счастлив и прочее, и прочее. Вопрос. Как вам, дорогие зрители, получить такой статус, как у меня, быть счастливым с таким домиком? Если вы не гражданин Болгарии. Если вы не гражданин Болгарии и не гражданин Евросоюза. Значит, землю покупаем на вашу фирму. То есть, регистрируем фирму на ваше имя, в которой вы будете учредителем и директором. Это не запрещено в Болгарии. Это касается только именно частных домов. Ну, то есть, отдельных домов на отдельном участке. Да. Не апартаменты. Апартамент с апартаментами, у нас там все в порядке. С апартаментами все в порядке. С апартаментами ты покупаешь апартамент, и после окончания строительства, если он в застройке, значит, после окончания строительства тебе продают или оформляют еще там соответствующих процентов от идеальных частей земли. По отношению домика на деревне, землю вы не можете купить как физическое лицо. Землю покупаем на фирму, которая фирма будет регистрирована вам в качестве единоличного учредителя или в качестве там вас, вашей супруги, знакомой или друзей, как ООО. И директором... Как фирма, да? Просто фирма, да. Фирма ООО. Общество ограниченной ответственности. Значит, вы будете, скажем, если единоличный собственник, значит, единоличный учредитель этого общества. Директором этого общества будете вы. От вас зависит все. Итак, значит, ваша фирма покупает землю, которая вам понравилась. Этот участок. Под домиком. Может, под домиком, может, только чистый участок. Я купил чистый участок и на нем потом себе построил домик такой, который мне нужен. Сразу вопрос. Сколько Сколько стоит регистрация фирмы? Значит, регистрация в фирме по минимальным требованиям адвокатских вознаграждений. Регистрация фирмы стоит где-то 650 левов. Это где-то примерно 320 евро. 320-330 евро где-то. Какие расходы на эту фирму в течение года человек несет, если у него там только земля? Если только земля, и если он купил землю и вообще недвижимость в этом году, он в следующем году должен подать до 31 марта годовую налоговую декларацию, в которой все это указано. Что он приобрел, как приобрел, за какие деньги и прочее. Соответственно, за это надо учинить бухгалтерскую отчетность. И надо заплатить бухгалтеру за его услуги. Обычно примерно сколько это стоит в среднем? Значит, в среднем обычно это стоит, если не было других существенных движений по фирме, стоит около 200 левов. Ну, то есть около 100 евро в год. Около 100 евро в год. Тут надо указать, что во втором году, то есть в следующем первого года, если там не было никакого движения средств, купли, продажи и прочее, то в таком случае подается не годовая налоговая декларация и, соответственно, годовой финансовый отчет не публикуется в реестр, коммерческий реестр, а подается как бы декларация, что ты в прошлом году, то есть фирма в прошлом году ничего не делала, у нее не было торговой деятельности. Если в третьем, то есть еще один год, у этой фирмы не было никакого движения, никакой работы, то тогда уже ничего не подается. Надо тут указать,
сразу, прежде всего, русским нашим зрителям, что Сейчас корректнее говорить русскоговорящим. Русскоговорящим? Нет. А почему я? Потому что я на Украине. Именно к россиянам относится это? Да. Потому что, поскольку я знаю, если 2-3 года фирма в России не работала, ее закрывают. Угу. У нас такого нет. Она может сидеть как бы в замороженном виде. Замороженном. Бесконечное количество времени. Да. К этому моменту это так. То есть, ты купил землей с домиком или без, или построил потом, и после этого от тебя не требуется налоговая какая-нибудь отчетность, декларирование и прочее, если ты в прошлом году у тебя не было деятельности. Хочу вернуться, Саша, на вопрос, связанный еще с земельным участком и как купить землю с домиком. Мы к этому моменту говорили только об земле. Да. Значит, землю покупаем на фирму. Угу. Следует вопрос. А дом как покупать на фирму? Я бы очень вас посоветовал. Нет. Землю покупаем на фирму, потому что это требование. А дом на себя как на физическое лицо? А дом покупаем на физическое лицо, иностранцу, без значения, он гражданин страны Евросоюза или нет. Угу. На себя. Зачем? А потому, что первое, не будем оплачивать более высокие налоги, как фирма. Затем электричество, вода и прочие консумативы будут по цене, которая электричество, скажем, продается для физических лиц. Да. А коммерческий тариф намного дороже. Ну, скажем, не намного, но чувствительно. Чувствуется, да. И вы меня сразу же подвели к очень следующему вопросу. Значит, сколько стоит владеть недвижимостью в Болгарии? Я имею в виду с точки зрения налогов. Какие налоги платятся и в каком порядке? Да. Значит, в Болгарии платятся не очень высокие налоги на недвижимость. Годовые. Угу. Значит, примерно у меня есть в центре Варны большая квартира, гаражи и прочее. И за нее я оплачиваю, и она находится в самом центре, возле Кафедрального собора. Значит, за нее оплачиваю в порядке 330 левов. Это 170 евро в год. Это рассчитывается же как процент какой-то от именно стоимости рыночной? Или от чего рассчитывается? Нет, это какая-то методика определения налоговой оценки. Есть два вида налоговых оценок. Налоговая оценка на оценки имущества при продаже и оценка имущества для именно этого налога на имущество. На имущество. Он в порядке, я вам сказал, сколько, это в центре Варны. Если такая квартира, скажем, чуть-чуть подальше от центра, возле центра, идеального центра, она может быть, этот налог мог быть примерно на половину этой суммы. Тем более, если у иностранца вид на жительство в Болгарии, сразу налог и болгарским гражданам, которые живут в этом муниципалитете, у них постоянный адрес в этом муниципалитете, у них налог оплачивается на 50%. Угу. Тогда еще вопрос. Дает ли наличие болгарской недвижимости право получить ВНЖ? Нет. Не дает? Нет, не дает такого права. Но что-нибудь оно дает? Право жить без оплаты аренды. Это понятно. Я имею в виду, как наличие недвижимости в Болгарии может способствовать получению ВНЖ? Косвенно может, из-за того, что каждый, который хочет получить или получил вид на жительство под какой-нибудь форме, он должен показать
если у него жилье. Конечно, жилье означает не обязательно, чтобы ты был владельцем этого жилья. Ты мог находиться там, жить там на платформе аренды недвижимого имущества, соответствующего жилья. Ну вот, допустим, я захотел приехать в Болгарию жить, да? То есть я купил себе апартамент. Вот вы как адвокат, какой способ получения ВНЖ, самый простой, самый недорогой, самый законный, вы посоветуете? Если у меня есть работа, допустим, где-нибудь удаленная. Так, я понимаю. В принципе, адвокаты занимаются услуг для своих клиентов только в законном порядке. В нашем случае нельзя сказать напрямую. Вот этому человеку, вот так вам, уважаемый зритель, самое хорошее – это получить вид на жительство в качестве статуса торгового представителя. Так нельзя. Почему? Потому что у разных людей разные проблемы, разные обстоятельства в жизни, разные возможности даже. И в конкретном случае надо определить конкретному человеку по конкретным его проблемам предложить соответствующее на это вид на жительство. У вас можно бесплатно проконсультироваться на тему, как получить ВНЖ? Кому? Это тебе? Мне, понятно, можно. Нет, я имею в виду, что просто человек может вам написать, задать такой вопрос. Конечно. Значит, это, конечно, хорошо сделать так, чтобы человеку было ясно при его условиях, при его проблемах, при его целях, куда его можно посоветовать, какое вид на жительство посоветовать, чтобы он получил. Какие самые распространенные? Самые распространенные для обычных людей – это получить вид на жительство в качестве торгового представителя. Это один момент. Другой момент – их очень много. Минутка уникального контента. Люди, которые не покупали до этого в Болгарии, они не очень хорошо понимают, что такое акт 14, акт 15, акт 16. Они покупают, застройщик говорит, да все уже почти готово, или там кто-то, кто перепродает. Да? А что это за такие волшебные акты? Так, они волшебные потому что имеют очень существенное юридическое значение. Как я вам сказал в предыдущем разговоре, значит, по болгарскому законодательству, если вы, дорогие зрители, очень хорошо помните, можно купить, приобрести на законном уровне так абстрактное право собственности. Это право на строительство. Да. То есть, не имея даже одного кирпича на этом участке, вы становитесь собственником права на строительство будущего апартамента. Хотя его и нет. Но когда его построят, вы станете собственником. Это будет акт какой? Это первоначально разрешение на строительство. Тут существенный момент. Строитель начинает копать фундаменты, кирпичи, арматуры, бетон и так далее. И в один момент корпус этого здания готово. Корпус, скелет этого здания готов. Каркас. Каркас. С блоками уже или без? Какими блоками? Блоки, кирпичи заполнены. Могут быть да, а могут и нет. Вопрос, что скелет здания готов и крыша поставлена. В момент изготовления крыши, без значения, там стены, кирпичи или прочие панелы или другое есть или нет, но скелет готов и закончен, бетон и крыша, считается, что это уже не право на строительство, а это строительство объекта в грубом виде, недостроенном виде. В этот момент право на строительство трансформируется в объект в грубом
недостроенном виде. И после этого нельзя продавать право на строительство, а можно продавать объект в незаконченном виде. То есть уже начинается продажа материальной собственности, фактически уже не права. Материальной собственности. Да. И тут такой момент. Если кто-то вам хочет продать право на строительство в доме, в стройке, где есть крыша, это будет недействительная сделка. Вы под угрозой потерять все можете подписаться на документ, покупая право на строительство. Юридический момент этой трансформации от права на строительство в право собственности, хотя и на недостроенного, в недостроенном доме, в стройке и так далее, это так называемый акт образец 14. Этот акт подписывается застройщиком и этим самым инженером-конструктором. Он своей подписью принимает и доказывает, что это уже не право на строительство, а некий объект. Да. И только после этого эти конкретные объекты, апартаменты, студия, можно вписать и зарегистрировать каждый по отдельности в кадастр, как самостоятельные объекты. То есть, как самостоятельные объекты в материальном виде, как вы сказали, Саша, они существуют с этого момента. И им присваивается каждому кадастральный номер. И мы подошли к самому вкусному. Я сталкивался с этим в Грузии, я знаю, что такое есть в Болгарии. Значит, в Грузии это более легкая такая форма, да, потому что там меньше сложностей. А вот в Болгарии есть одна маленькая заковырочка. Называется она акт 15. Когда у нас объект выглядит уже практически вообще полностью законченным, но есть нюанс. Вот. Нюанс. Да. Нюанс в том, что акт 15, он подписывается всеми собственниками, которые стали собственниками права на строительство или собственниками отдельных объектов в грубом строительном виде, всеми проектантами, застройщиком и, конечно, лицам, которые осуществляют строительный контроль. Но у нас еще есть нюанс, то есть это еще не акт 16. Да, это не окончательная сдача. Акт 15 это акт передачи объекта, готового объекта нашим собственникам. То есть этим актом считается, и он подписывается и оформляется только тогда, когда это уже не стройка, это не стройка уже, а это уже законченный объект. Так, в нем все так, как должно быть в конце и по договору. Да, там могут не быть внутренние двери, там может не быть краска, там обычно чем отличается? Отличается тем, что этот объект еще не прикреплен, не связан к элементам технической инфраструктуры города. То есть, хотя все там инсталляции электричества, воды и прочее там поставлены в доме, в стройке, в каждом отдельном объекте, они не подключены к электричеству города. И у нас счета приходят. И у нас счета приходят на застройщика. Это в действительности это один из самых таких не оформленных еще вопросов в строительстве Болгарии. Почему? Потому что, несмотря на то, что акт 15 удостоверяет, что объект закончен, что строительство закончено, в нем нельзя жить.
Потому... Но некоторые пробуют. Некоторые пробуют, но если они пробуют, это за счет строителя, потому что все электрические электромеры, счетчик, он один единственный. Это счетчик на проведение строительства. Это потому дается такая электроэнергия только для строительства. И вода, да, также? И вода. И вода также. И что теряет застройщик? Застройщик, поскольку этот электросчетчик единственный регистрирован на него, если он допустит, что в этом доме, в этом объекте, у которого нет права на проживание, нет права пользования, государство еще не дало разрешение пользовать этого дома, респективно объекта. Если он, застройщик, допустит в этом объекте, чтобы кто-то вошел и жил, он отвечает за это. Раз там что-то не будет как надо, придут, ставят ему какие-то пени, какие-то штрафы и так далее, потому что он разрешил кому-то жить и пользоваться объектом, у которого нет разрешения. Что мешает очень часто перейти с акта 15 на акта 16, чтобы уже все сдать и, как говорится, обрадоваться? Самый главный проблем, там, где очень много строительства, это подключение строительного объекта к электрической сетям инфраструктуры города. Это прежде всего зависит от наличия мощностей конкретного района, по мощности трафопостов, которые там находятся возле этого, и степень их пользования, наличие мощностей. Я задам, возможно, странный вопрос. Тем не менее, Христомил, что-нибудь вы слышали о надувшемся пузыре на рынке недвижимости Болгарии? Так, многое слышал. Расскажите, пожалуйста, как адвокат. Значит... Как он произошел и что это было вообще такое? Из чего это происходило? Я думаю, что нельзя сказать о реальном пузыре недвижимости и строительства. Да, в действительности в Софии, в Варне и в некоторых других городах есть увеличение строительства. Но тут суть интересная в некоторых, слово некоторых. Значит, не во всей Болгарии это так. А если строить и продается, значит, еще есть такая надобность в этих строительствах. Первое, значит, это не во всех, а в некоторых. Второе, люди в этих нестабильных ситуациях, в этой не очень стабильной обстановке хотят как-то сохранить свои деньги, купив и инвестировав их в чем-то другом. И поскольку люди не верят и экономике, не верят и инвестировать в разных фондах, потому что практика показала, что очень хорошие фонды, очень серьезные фонды очень быстро начали падать в бездну. Ну да, во время кризиса, в принципе, это и происходит. Да, и потому и люди все еще сохраняют интерес к недвижимости. Причем надо иметь в виду и другое по отношению Варны, Бургасы, вообще побережья. В том, что они очень интересны не только болгарам, причем болгарам не только из этих таких городах, как Варна, Бургас, но и болгарам, которые живут внутри страны. Значит,
внутренней части, скажем, Враца, Габрово, Плевен, Пловдив и другие, которые тоже тянутся к морю. Очень интересный вопрос с тем, как поступают, скажем, туристы, которые купили себе жилье. Практика показывает, что это волны, как волны. Значит, приходят, и волна отходит, но снова идет другая. Так случилось с немцами, которых заменили в свое время англичане. Англичане ушли, на их место начали появляться русские. Сейчас из-за этой ситуации, прежде всего из-за того, что после этой ситуации с военными действиями на Украине и санкционными моделями других стран, для наших друзей из России приезд в Болгарию стал сложнее и дороже. И в связи с этим некоторые из них начали уходить. Уходя, начали продавать свою недвижимость. Но сразу пришло еще даже несколько волн к этому моменту. С одной стороны, это русскоговорящие из Украины, которые приехали сюда и начали покупать недвижимость. Тех, у которых есть, конечно, возможности. Другие, тоже русские, сделали откат от ухода из-за тоже военных действий, ситуации в стране, в Украине, и в России. И начали приезжать сюда, покупать, чтобы как-то быть более спокойным по отношению себя, своих семей и так далее. Надо сказать, что русскоговорящие приезжают сюда, в Болгарии, и даже покупают не без оснований. Первое, что очень важно, очень интересно, и что привлекает вас, дорогие зрители русскоговорящие здесь, в Болгарии, это первое. Это наши очень близкий менталитет, близкий язык. Вас здесь поймут довольно лучше, чем, скажем, в других странах, где не говорят на славянском языке. На следующее место это традиционное, положительное и теплое отношение болгар к русскоговорящим. Для нас Давайте обозначим, что как бы русскоговорящим и украинцам, и по сути русским. Значит, точно, да, спасибо, Саша, за этот вопрос, за поставленный вопрос. Тут до 1-2 лет назад в Болгарии не делали никакой разницы между русскими и украинцами. Каждый, который говорит на русском, он русский человек. Точно, русский человек. Его не принимали как русской национальности или украинской национальности или гражданства. Его принимали как русский человек. Значит, говорит, значит, он наш, он русский, он братушка и прочее. Сейчас с этими действиями, военными действиями между двумя братскими народами, я говорю про народ, не про правительство и не про политиков, а про народ, который 95% от населения Болгарии, если не считая политиков. Так вот, народ не знает, кто там русский, кто украинец, не знает. Мы поставлены в состояние не знать, что думать даже. Но так или иначе, в принципе, относятся и к одним, и к другим, и к белорусам, которых, к сожалению, не очень много в Болгарии, очень
приветливо, очень тепло. И, как говорят по-болгарски, «Каучат си езика да говорят на русский». Это означает, что ломят свой язык, чтобы говорить по-русски. То есть стремятся помочь во всяком отношении. Даже у меня, вот вы видите, в моем офисе тут стоят и болгарский флаг наравне с российским и с украинским, потому что и у меня очень много клиентов, и россиян, и украинцев, и из России, и из Украины, и везде, где там русскоговорящие. 100 тысяч евро. Да, ну вот как раз в этот момент тоже нужно уточнить, что есть определенные расходы, которые еще нужно понести. Это нотариальные так называемые таксы, да, при регистрации недвижимого имущества. Давайте для примера возьмем какую-то условную квартиру, которая стоит 100 тысяч евро. Да? Значит, при регистрации это обязательные таксы, которые уплачиваются покупателям, да, при переходе права собственности. Мы кто? Мы покупатель? Мы покупатель, да. Да. Значит, покупатель недвижимости в Варне, почему в Варне, потом открою скобку, скажу, оплачиваются на прохождение сделки нотариальные таксы, НДС на нее, такса вписывания в реестр недвижимости и местный налог. Вот открываю скобку и сразу вам говорю. Каждый муниципалитет объявляет на решение своего парламента на эту сделку, сколько процентов будет. Скажем, на продажу, какой процент налога на недвижимости, на приобретение будет обязан заплатить покупатель. Да. В Варне этот процент 3. В Созополе 3. От более высокой цены между рыночной стоимостью и продажной цены. Рыночной стоимостью считается налоговая оценка, которая выдается муниципалитетам на каждый отдельный случай. Более высокая цена, стоимость между налоговой и реальной продажной цены, на нее будет считаться и оплачиваться этот налог. Итак, скажем, вы сказали 100 тысяч евро. 100 тысяч евро – это 195-196 тысяч левов. Да. Какой обычно разбег между рыночной и налоговой? Это очень сложный вопрос, потому что размер... Когда нужно насторожиться, какая дельта должна быть большая, чтобы уже покупатель насторожился, что очень большая? Нет такой возможности определить, потому что налоговая оценка, размер налоговой оценки зависит не только от муниципалитета, а зависит и от местонахождения недвижимости в соответствующем поселке или в городе. Значит, в центр нормально, чтобы цена была более высокой. Там методика вычисления налоговой оценки более высокая. А в окраинах, в отдаленных кварталах города более низкой. Дальше. В разных муниципалитетах разные методики вычисления. Так что вы не должны опасаться, дорогие зрители, от того, насколько разница, и какова разница в налоговой оценке, и какова разница между налоговой оценки и цену, которую из вас требуют на куплю-продажу на вашем. Это надо анализировать по средней температуре на рынке, да? Да. И в результате, так или иначе, принимаем, чтобы вам, зрителям, было это как-то как пример. Если у нас цена недвижимости, скажем, 100 тысяч евро, у нас требуют 100 тысяч евро, официальная цена, и налоговая оценка, скажем, 100 тысяч лева, то в таком случае все расходы будут вычисляться, налоги, таксы и прочее, на более высокую цену, то есть на 100 тысяч евро, которые составляют 195 примерно тысяч левов. В этом случае первый расход – это
такса нотариуса, нотариальная такса с НДСом будет примерно 1100 левов примерно, говорю. И это будет где-то в порядке 550-560 евро. Да. Вторая составляющая – это такса по вписыванию в реестр. Она составляет всегда 1/1000 от продажной цены. То есть в нашем случае это будут 195-196, примерно 200 левов. И третья составляющая, основная составляющая, конечно, это местный налог на приобретение недвижимости, который, как мы говорили раньше, состоит в 3% от продажной цены в случае. Или это у нас будет, сколько я его вычислил, тут 5850 левов. Или это в среднем это чуть меньше 3000 евро. Есть и другие маленькие таксы, переводные таксы на перевод этих денег, на таксы налогов, таксы на копия, нотариально заверенных копий, на декларации и прочее, скажем, не более там чуть 50-100 левов. На обязательных. То есть это у нас... Это обязательный расход. Да. То есть у нас 3% примерно, значит, это налог на приобретение недвижимости, да? Примерно 550 евро, исходя из именно стоимости 100 тысяч евро. Да. Это у нас расход на нотариуса. Третий по размеру у нас расход – это общинский сбор, который тысячный. Сбор государственной таксы. Да. Пошлина. 1/1000 от стоимости рыночной стоимости недвижимости. И плюс мелкие таксы на заверки на все остальное, еще примерно около 200 левов. 100. 100, да. То есть вот эти 4 обязательные штучки, как бы нужно просто их учитывать. Иметь в виду и учитывать. Да, когда просто планируешь недвижимость, обычно люди покупают всегда под свои потребности впритык. А тут нужно все-таки 4% иметь в запасе. Имейте в виду, что там, смотря как оплачиваете, откуда оплачиваете, имейте в виду и свои банковские таксы на перевод денег. А если я продаю недвижимость? Если вы продаете недвижимость, да, очень важный вопрос. Практика такова здесь, в Болгарии. Тот, кто покупает, оплачивает все. То есть, он оплачивает этот налог, эту таксу нотариуса, эти все таксы и так далее оплачивает. А продавец не оплачивает это. Он оплачивает все таксы, связанные с подготовкой документов и организацией сделки. Он оплачивает. А это какие деньги? Ну, это смотря какие. Так, если покупатель будет покупать через банковский кредит, то тогда там надо будет подавать очень много документов, которых 100% мы должны, как адвокат продавца, подготовить, передать покупателю, респективно банку, чтобы они разрешили кредит. Знаете, банк всегда очень внимательно, очень осторожно подходит к разрешению кредитов своим клиентам. Понятно. Ну, в среднем какие расходы, допустим, при стоимости объекта 100 тысяч евро? Значит, где-то пошлины где-то около 100 левов. Но там надо иметь в виду, что там оплачивается, большая часть оплачивается на организации получения этих документов, потому что она связана с большой беготней, и организации получения этих документов. Следует иметь в виду покупателю, что после того, как он становится собственником, новым владельцам соответствующей недвижимости, надо сделать еще нескольких организационных вопросов, которые обычно заказываются или передаются в обязанность адвокату, который осуществляет все сопровождение сделки. И это регистрировать
покупателя иностранца в так называемый БОСТАТ. Это статистика, причем надо присвоить ему специальный статистический номер, по которому его вписывают в разных реестрах, включая налоговые соответствующего муниципалитета. Дальше сделать изменения в налоговые соответствующего муниципалитета, вписав нового собственника и регистрировав на его новоприобретенную недвижимость, в кадастре то же самое. И, конечно, уже, если клиент, конечно, вы, уважаемые зрители, хотите перерегистрировать все счетчики от старого собственника на нового, что обычно надо, конечно, сделать, чтобы не иметь в дальнейшем проблемы с электричеством, водой и прочее. Замечательно. Огромное спасибо за интервью. Встретимся на море. Когда? Еще завтра, может быть, надеюсь. Да, пока